Я приветствую вас, представители знака зодиака Рак. Таро-прогноз. Узнай будущее. Прогноз Таро на полгода, на первое полугодие 2025. Давайте узнаем, на пороге каких событий вы стоите или на пороге каких новостей. Будем милосерднее к самим себе. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И полгода – это не такой уж и большой срок. Это где-то наше ближайшее будущее, и мы можем уже теперь строить планы, и, возможно, нам придется что-то корректировать. Мы с вами достанем 6 карт, по одной карте на месяц, и будем рассматривать карты с позиции позитивной психологии. И поможет нам в этом колода добра, которую создала прекрасный художник и великолепный психолог, таролог с большим стажем Колет Барон Рид. И я предлагаю вам, кому это интересно, подобные видео есть на моем канале. Они были, есть и за 2023 год, есть за 2024, тоже по месяцам. Вы можете через плейлисты найти эти прогнозы, посмотреть уже теперь, как это проигралось, как откликается вашей душе. Я думаю, вам будет это тоже полезно. Итак, как же изменится ваша жизнь за эти полгода? Каковы энергии каждого месяца? Для удачи и успеха, может быть и так, для вас наступает очень благоприятное время. Не значит, что оно простое, нет. Но на самом деле в июне месяце, июнь кульминационный месяц, когда планета Юпитер войдет в первый дом вашего гороскопа. И мы знаем, что Юпитер – это у нас как планета счастья, радости, возможностей. Юпитер расширяет все, и поэтому какие-то возможности тоже будут расширяться. Для кого-то материальное благополучие можно отстроить совершенно в другом контексте. Итак, заглянем через карты Таро в будущее. Первый месяц, январь. И хоть мы его уже с вами проживаем, но тем не менее события до конца месяца. Что осталось? Какие энергетики или энергии? С чем вы можете столкнуться? Февраль месяц, вторая карта. Март. Апрель. События будущего. Май. События будущего. Какие энергии? И июнь. Итак, все 6 карт у нас уже готовы. Давайте откроем январь и посмотрим, что же для вас в январе. И вот смотрите, в январе могут быть, кстати, о чем-то сожаления. Вы хотели, чтобы оно, в каком-то своем фарватере продвигалось. Или какой-то решился вопрос, может быть, лично для вас. Но, скорее всего, есть какое-то либо противодействие, либо есть, те силы, которые вы вынуждены учитывать, потому что либо в каком-то другом контексте была решена ваша проблема или вопрос, или, может быть, и застопорилась. Здесь, если мы говорим о колоде добра, прописано значение, как дух срывает мои планы. То есть планы, они как бы идут, продолжаются, и есть и какие-то победы, но есть и то, что не может быть продолжено. Вот мы сталкиваемся с тем по тройке воздуха, что не имеет прогресса, то, что завершается. И, возможно, нам нужно проводить это самое прошлое и о нем больше не вспоминать. Может быть, некоторый период перезагрузки, внутренней какой-то трансформации вы можете испытывать в январе, именно потому что либо есть то, что вы хотели продолжить, а оно никак не идет, не складывается. Либо обстоятельства вашей жизни складываются таким, опять же, образом, своеобразным, что вас, где-то и вынуждают пройти той дорогой обстоятельств, как это, складывают внешние события. Давайте я немного раскрою. У нас есть вторая колода. Мне она очень нравится за счет того, что некоторые значения похожи как на колоду герметического Таро, которую я очень люблю, но, к сожалению, я ее не использую, потому что она не иллюстративна. Она не для публичных раскладов, это точно. Итак, с чем вот эта тройка мечей? У каждого по-своему будет какое-то сожаление. То есть есть какая-то неприкрытая правда. А вот правда вам для вас некоторый такой период перехода между прошлым и будущим. Так, по сути дела, это уже какое-то будущее. Принцесса Пентаклей. Это новые начинания, новые проекты, новые возможности. Но если мы говорим о балансе, то на другую чашу весов мы складываем все то, что не может быть продолжено. И буквально с этим прощаемся.
принимаем какую-то реальность, как оно есть, как сложилось. И все равно, понимаете, хоть камни с неба. Но для вас, правда, может быть, мы к чему-то привыкаем за нашу жизнь, мы люди. И нам бывает очень тяжело, внутренне, ну, невыносимо тяжело отпустить что-то старое. А тем не менее, посмотрите, 2 карты куда вас направляют. Вот дух срывает какие-то наши сомнения и приглашает нас действительно проститься с тем, что не будет служить нашему прогрессу, потому что на пороге что-то новое. Принцесса Пентаклей – это всегда новый путь, новые изучения, новые контакты, новый социум, новые возможности заработков. Для кого-то найти работу. Если вы ищете работу, рассмотрите работу, допустим, вы имеете определенную профессию, но часто и бывает так, что именно ваша профессия может быть востребована в других каких-то плоскостях, в других, ну, как науках или в других сферах деятельности, производства, может быть. Здесь что-то нужно обновить и сделать совершенно по-другому. Какая-то новая концепция, которая вас приводит к изобилию, мои дорогие. Вот так начинается путь к изобилию. Перед вами открываются многие возможности, но, может быть, высшие силы ставит перед вами такой своеобразный итог, чтобы вас что-то не тянуло назад. Вот таков период окончания января. Давайте посмотрим февраль. Верховная жрица. Безусловно, это карта вашей интуиции. Это та, которая все знает. И вы очень интуитивные люди. Если мы об энергиях, нам предлагает карта о себе хранить молчание. Много не рассказывать. Буквально молчание золота. И больше слушать подсказки собственного 6-го чувства. И эти подсказки будут самые правильные. Может быть, эта карта выпадает потому, что вы можете ощущать вокруг своеобразный хаос. Или вы можете ощущать в феврале некоторое недоверие. Причем недоверие самым разным персонам. Может быть, даже к тем, которым прежде недоверия не испытывали. Вот может быть такой момент. Или когда вы сталкиваетесь с тем, что вам нужно решить какую-то проблему, и вы не знаете, как к ней подступиться. И тогда эта карта будет говорить о том, что советчики тебе только помешают. Вот, к примеру, так. По этой карте нам еще говорят, что то, что вы намереваетесь осуществить, может быть, как идея ваша, она тоже должна пока еще сохраняться в тайне. Давайте мы, тем не менее, достанем дополнительные карты, что это для вас может означать. Верховная жрица. О чем нужно? Хранить молчание. Может быть, где-то карта, если мы совместим с тем, что тройка воздуха, мы сказали о переходе. Может быть, у вас выпадает изобилие. Для кого-то будет получение денег, крупной суммы денег. Тогда тоже храните молчание. Итак, что же для вас Верховная жрица? Вы знаете, вот правда какая-то переоценка ценностей или того, как планы, ваши намерения и цели, то, что вы хотели осуществить, проходит трансформацию в феврале. И тогда, ну, наверное, не имеет смысла думать о том, что, ну, неосуществимо. Тут все-таки переложить какие-то правильные ваши подсказки в реальную плоскость, в материализм какой-то нам предлагают. Потому что карта иллюзорного успеха, мы можем себе и намечтать того, чего нет. Я имею в виду не мечту, а именно иллюзия, поскольку иллюзорный успех. Мы можем думать, что, я попробую, к примеру, себя в разных областях. А тем не менее, область-то какая-то вашего самовыражения, раскрытия ваших талантов или приложения ваших сил, когда по максимуму вы что-то сумеете для себя сделать хорошее. Так вот, эта область одна. Здесь карта говорит о том, что нужно действительно что-то просчитать. А если вы не можете это просчитать, то тогда, по крайней мере, действовать осторожно, это правда. Земная власть – это все то, что я сказала. Это 4 пентаклей, и она больше нас ориентирует на самосохранение и ваша земная власть. В конкретику надо перекладывать все ваши намерения и цели и где-то оставаться на своей волне, буквально самого себя сберегать. Что еще нам говорит Верховная жрица? Вот смотрите, вот вам этот период достаточно спокойный. Здесь вам никто не может помешать вообще. Вы тут будете где-то на своей волне. Тут больше какая-то самозащита или сохранение всего, чего вы уже достигли. Пусть это и материальные какие-то блага,
Пусть это или имущественное, или ваши планы по бизнесу, по работе. Дело в том, что вы здесь можете в феврале несколько вот как поменять ракурс. Я об этом вскользь сказала даже на январь. Ну, может быть, смена работы, например, да, вот как я говорила, здесь на пороге уже что-то новое. И даже если вы не можете найти работу, к примеру, ну, какую область привести? Допустим, вы бухгалтер, да, и вы всегда работали, ну, допустим, в сфере строительства. Ну, я первая попавшаяся, что мне пришло на ум. И вы считали, я знаю, но я не бухгалтер, совсем нет, поэтому будьте великодушны, если я какую-нибудь глупость отморожу, но, как я это понимаю, я подаю с этой позиции. Допустим, вы считали все время зарплату, и вы знаете какие-то тонкие нюансы, которые присутствуют именно вот для работников в этой сфере. И вы где-то ищете себя, именно тоже новую работу, чтобы это было как-то сопоставимо с тем вашим прежним опытом. И тогда вам карта говорит, тебе не туда, там ты ничего не найдешь. А ты рассмотри, ну я не знаю, просвещение, здравоохранение, рассмотри что-то альтернативное, вроде как профессия твоя. Или считали вы зарплату, посчитайте, ну что-то другое, да, или какой-то экономический еще момент. Вот переложите новое направление. Нам показан человек, который 3 кубка пустые. И ему кажется, что он даже уже это как бы пережил, и все хорошее у него позади, ничего доброго не случится. Он уже где-то раскис, расслабился, сел под этим дубом, как я так думаю, что это дуб, а ему буквально на руке предлагают какую-то возможность. И он ведь туда не смотрит, в сторону этой руки, он смотрит на эти кубки. Так вот, очень хорошо 4 кубков обрисовывает ситуацию, что мы должны словно поднять голову и или обернуться, или посмотреть в другом направлении. И вот для вас это направление, пока вы его найдете, вам нужно хранить молчание. Я здесь вижу, тут либо какие-то изменения идут, может быть, по работе, может быть, и по личной жизни, потому что все же нам говорят о сохранении. Или, может быть, как вложить финансы, например. Вот очень тонкий нюанс. Здесь нужно и интуицию слушать, и одновременно что-то математическим просчетом узнавать. Что же это может быть еще, или какой совет нам даст карта. Правда, нестойкое намерение. Карта еще продолжает всю ту тему, которую я пытаюсь раскрыть. И это 7 мечей, тем не менее, бытует мнение, как карта вора, поэтому мы себе не должны помешать. 7 кубков, опять же, неопределенность какая-то есть. И с одной стороны, нам может быть подана какая-то идея, как вау, ох, это прямо там что-то пафосное, мы получим какие-то блага, ну или волшебное там что-то невероятное, мы можем загореться этой идеей, вот иллюзорный успех. А реальность будет лежать в другой плоскости. Поэтому тут кто-то буквально может наводить тень на плетень и уводить вас от некоторых вопросов, которые лежат именно в вашей плоскости и сейчас для вас наиболее важны, обещаю вам золотые горы. Но вы сами можете где-то так промахнуться, потому что примите желаемое за действительно. Верховная жрица, она никому не верит, поэтому о себе много не рассказывает. Рассматривать новое направление стоит, но что-то просчитывать, дополнительную информацию искать новые способы какие-то, допустим, если вопросы документов, новые способы оформления, какие-то новые инстанции. Или если это касается взаимоотношений, кто знает, если человек действительно и была какая-то ссора, вот такое может быть. Или вы узнаете, к примеру, у кого-то ведь может, кстати, проиграться новое знакомство, а у вас брак. И тогда вы будете о себе скрывать. И неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины. И тогда вы будете тут очень сложную задачу решать. Давайте я еще одну карту достану. То есть вот есть такой момент. Но, видимо, неизбежно что-то должно завершиться в феврале. Но прежде чем это неизбежно завершится, или как спадут какие-то оковы, потому что прообраз башни первый – это тюрьма. Это какие-то кандалы, это какие-то ограничения, которые в феврале практически заканчиваются. Но что делать с этими энергиями, мы пока не знаем. Мы как раз и испытываем эту невесомость. И, может быть, поэтому вам Верховная Жрица говорит,
ты не торопись. Тебе нужно прочувствовать почву под ногами, увидеть какое-то другое направление, увидеть или понять, кому ты можешь доверять, а кто тебя обманывает. Потому что какие-то трансформационные процессы могут еще продолжиться. И поэтому беречь самих себя. Может быть, для кого-то из вас совпадет с важным решением, когда вы надумаете, вот только надумаете менять работу или далеко куда-то переезжать. Изменить вообще кардинально свою жизнь. Кто-то в феврале может прийти к этому выводу. Давайте мы откроем, что же на март. Луна. По Луне у вас с Луной свои взаимоотношения, но всегда Луна – это как неопределенности. Где-то карта говорит о том, что нам придется договариваться с людьми разными, с людьми буквально, которые транслируют одно, а думают другое. Иными словами, с какими-то хамелеонами. И мы не должны себе навредить, а мы как раз правильный фарватер разговора должны выстроить или правильную концепцию нашего поведения с этими людьми. Мы не можем с чем-то просчитаться. С другой стороны, есть и такой момент, я всегда его озвучиваю, меня смотрят люди из разных стран, куда-то не торопитесь. По аркану Луна мы можем словно оступиться. И есть такое выражение «меня несет толпа». Так вот, мои дорогие, если куда-то вас несет толпа или вы случайно оказываетесь в толпе, ваша задача как можно быстрее оказаться в другой совершенно стороне, один на один. Для вас это как вас бережет. Слушайте опять же интуицию, потому что иногда по аркану Луна проигрываются такие моменты, когда вот, невозможно что-то даже математически просчитать или невозможно предвидеть, но ваша интуиция, начиная с февраля, вас будет правильно вести именно в вашем правильном направлении. Почему? Да потому что Луна. Вы ее чувствуете, как никто другой. Поэтому какие-то возможности, они скрываются в тени. Вот о чем нам хочет сказать карта. Рассмотреть любую альтернативную возможность. Задача марта. Давайте мы раскроем именно Луну. Фантастика. Еще одна карта. Верховная жрица. И, видимо, вот эти энергии, о которых я начала рассказывать буквально с февраля, они продолжатся и на март, и будут активно проигрываться. Правда, молчание золота. И король кубков. А это где-то ваша карта. Для кого-то из вас по личной жизни может быть такие, или могут быть такие метаморфозы, когда вы, правда, или познакомитесь с кем-то, или для кого-то из вас вы решитесь закончить одиночество. И вы можете встретить такого человека. И вы сами можете где-то быть в таких сомнениях, доверять или не доверять. Вы сами можете в чем-то сомневаться и просто не доверять. И точно так же вы можете и не доверять в любых других сферах жизни. У кого-то вопрос работы будет, у кого-то денег. Но король кубков как бы это ваша карта. И неважно, энергия как бы, да, если мы говорим о картах двора. И неважно, что меня смотрят девочки или мужчины. По королю кубков у нас проходят любящие люди именно. И те люди, которые готовы взять ответственность на себя, которые подставить в плечо в трудную минуту и искренне порадоваться за вас проходят. И для кого-то это может быть и очень важный человек в вашей жизни, именно личной, с которым вам хорошо. Правда. Вот смотрите, февраль-март. Любовь. Нечего добавить. Но пусть я допускаю, это карта влюбленных, любви, двойка кубков, и для кого-то это будут партнерские отношения, поэтому к социуму вы явно будете более внимательны. Но я должна сказать, если правда у кого проигрывается по личной жизни, то перед вами тут, как судьба, открывает совершенно новую сферу отношений, новую сферу чувств. Вам человек будет откликаться, скорее всего, знаете, полной эмпатией. Где-то он будет вас как считывать на расстоянии. Или как, знаете, мы понимаем друг друга без слов. Вот есть такая фраза, и вы это где-то прочувствуете. Вот такого человека вы можете встретить. И опять же, и неважно, я смело говорю, неважно, кто в паре или кто просто пытается закончить свой путь отшельника, например, да. Здесь, правда, судьба может подарить февраль-март какое-то знакомство или дела, пусть даже семейные, да. Если дела семейные, то тут
Могут быть, кстати, открыться какие-то тайны, вот тогда на март, именно семейные тайны, может быть, связанные с вашими родственниками, родственниками вашего партнера. Но тогда для вашей семьи это какие-то блага будут. Или все равно я вижу, что какой-то позитивный момент, февраль-март, что еще? Но это создает все равно вот какую-то иллюзорность. Здесь не хочется просыпаться, вот такая может быть любовь. Хочется окунуться и раствориться в партнере, но это было бы иллюзорным успехом. Поэтому реалистам оставаться, мои дорогие, придется. Идем дальше, все же так. Но, правда, тут именно в сторону чувств, как и Верховная Жрица, так и Луна. А вот теперь вот более конкретно. Может быть и правда у кого-то февраль-март проиграется не столько личная жизнь, сколько материальные вопросы. И более чем успешный, потому что на апрель девятка Земли – карта самодостаточного человека, карта изобилия, процветания, когда у вас все в порядке, когда у вас все под контролем, когда вы получаете деньги. Или вы можете важные согласования в высоких инстанциях провести. Еще эта карта дисциплины, самоконтроля. Последний камень в фундаменте сохранения и благополучия. Все идет своим чередом. Май – пятерка Земли. И по этой карте у вас будут какие-то возможности, к примеру, помириться с тем человеком, с которым вы прежде, может быть, поссорились, но придете к выводу в мае, что это партнерство имеет смысл продолжать. Где-то не торопиться тратить деньги. Предыдущий апрель месяц может быть знаковым по части даже суммы. Для кого-то получение большой суммы, а для кого-то из вас это как вы действительно вот этот фундамент закладываете, и уже в мае вы будете менять свою финансовую составляющую. Здесь постепенно что-то разворачивается, как колесо истории, именно больше для вас в плюс. И поэтому карта говорит, постепенный какой-то прирост финансов. Говорят о том, что смена ракурса может произойти как в вашей деятельности, и эта карта прописана конкретное значение – богатство доступно. И поэтому у каждого, я понимаю, свое понимание, что такое деньги, много, мало, сколько мне необходимо, или вообще ваша какая-то финансовая стратегия. Но вот богатство доступно. Поэтому, как я уже говорила, на преувеличение именно финансовых ваших средств, финансовых возможностей для того, чтобы осуществить какой-то проект по части финансов, пусть даже вы приступите к нему как с нуля, а возможности у вас будут уже буквально в мае. И единственное, о чем нам говорит карта, здесь некоторые вопросы будут решаться постепенно. Есть еще и такой нюанс. К примеру, тоже прописано в этой колоде, как внешность обманчива. И вверху у нас Верховная Жрица. Мы с вами долго раскрывали Луну и Верховную Жрицу дополнительными картами. И вот не торопитесь, если правда какое-то у вас состоялось новое знакомство. И вас, очень как-то человек заинтересовал, да, тогда все-таки не торопитесь. Как и интуицию слушайте, так и позвольте обстоятельствам развиваться самим по себе. А вы наблюдаете больше, потому что, кто знает, может быть, какие-то страстные эмоции и появятся у вас в феврале, в марте, а охлаждение или какая-то реальность перед вами откроется уже в мае. Это не для всех понятно, но кому-то, возможно, важно услышать. И правда, тут может быть встреча с каким-то человеком, который, это с одной стороны, который очень притягателен. С другой стороны, по принцессе Жезлов, это ваша решимость осуществить какой-то проект. Это новая, как организация жизни, это новое начинание в плане работы, это новое, может быть, как карьера, это может быть изучение вообще какой-то новой вида деятельности или новой специальности или какой-то новой сферы. Могут быть еще и вопросы, допустим, связанные с вашими детьми. Что это еще может быть? Карта императрица. Тут все по максимуму. И изобилие, и процветание, и благополучие, и реализация ваших планов. И вообще по императрице, я бы сказала, это когда Юпитер в первом доме гороскопа. Это как раз май месяц. Вот вы готовитесь, вы будете чувствовать эти энергии перемен уже где-то в мае. И если мы говорим добрая энергия, у вас многое получится.
Может быть, это как новые творческие планы. Может быть, и не творческий. Жезл – это деньги, работа, бизнес. Тут, может быть, и вы как карьеру или какие-то новые достижения перед собой честолюбивые поставите. В конечном итоге у вас что-то получится. Для кого-то из вас это тоже проиграются вопросы вашего места жительства, пребывания или то, что вы планируете, может быть, куда-то поехать. Нам не говорят наперед картой о том, что произойдет какой-то переезд, но задуматься вы можете, потому что мы все разные. И хоть один знак зодиака, но концепция жизненных интересов у каждого своя. Но всегда карта императрицы как раз открывает большие возможности. Что же июнь для вас? Давайте узнаем. Победа, мои дорогие. Шестерка Земли, шестерка Пентаклей. Это как помощь высших сил. Юпитер, это правда. Но тут не только Юпитер. Вы и сами тут что-то сделали хорошо. Как минимум апрель месяц, это такая стабилизация будет. Может быть, где-то баланс вы будете искать еще февраль-март. Но уже как-то с апреля вы выруливаете на обгон. Я, по крайней мере, вижу именно так. Я должна сказать, что новые перспективы могут уже открываться для вас в июне. Помимо всего прочего, это удачно складываются и обстоятельства. Буквально как ангелы вам помогают или высшие силы для вас какую-то, ну, знаете, как создают не случайную случайность или возможность, назовите это так, и вы можете ею воспользоваться. Да, безусловно, все три карты, и у нас получается второй квартал, это денежная тема, или тема ваших достижений, или тема вашего благополучия. Для кого-то из вас арканом императрица может проигрываться. Состояние это для девушек, если это актуально, вы ждете ребенка, может быть. И тогда вы будете обустраивать свой быт. И многие вопросы вам вообще придется пересмотреть. Для кого-то из вас императрица, мы говорим плодовито, это на новые планы. Это на творчество, на какой-то эмоциональный подъем. И тут тоже ваш план или ваше творчество вы можете переложить в какую-то материальную, опять же, плоскость. Или конкретно заработать деньги, или решить вопросы, опять же, по части недвижимости. Но, наверное, нет ничего невозможного для вас, мои дорогие. Для кого-то это может проиграться. Ведь такое тоже может быть. Тот человек, с которым вы познакомитесь, ну, где-то в начале года, ну, может быть, вы и познакомились прежде, то это статусная карта. Вы будете думать о вступлении в брак. И у кого-то, опять же, второй квартал будет сопряжен с тем, что вы будете готовиться оформить ваши отношения. Шестерка Земли всегда говорит еще и о неожиданных ресурсах, о неожиданном приросте или о щедрости, мои дорогие. Здесь кто-то может проявиться очень по-доброму в отношении вас и может помочь вам решить какой-то вопрос. Кстати, финансовый вопрос, вопрос по документам или какую-то тему закрыть, которая словно плавала, не была стабильной. Это может быть и связано с приходом в вашу жизнь нового человека, я это тоже допускаю. И не обязательно это про любовь. Поддержка идет тоже по этой карте. Вот такой месяц июня. И на кону карта императрицы. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.